Итак, пока что никакого памятника на Лубянской площади не планируется. Ни нового, ни старого. С идеей вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК выступили писатели, блогеры и журналисты. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. Всего в голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие 319 897 человек. Жителям столицы предлагалось выбрать, кому из двух исторических деятелей нужно установить памятник на Лубянке – Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. За памятник Невскому высказались 55%, а установку монумента Дзержинскому поддержали 45%. Точку под голосованием неожиданно подвел мэр Москвы Сергей Собянин. После 2 дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии, и очень прошу их согласиться с этим решением. По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильные и разумные решения. Итак, снова пришел злой лесник и выгнал из леса как партизан, так и немцев. Почему это правильно? Во-первых, самые плохие решения всегда принимаются коллегиально. Потому что побеждают в их принятии не те, кто прав, а те, кто громче орет. Во-вторых, решение о возвращении памятника должна принимать не гулкая и безликая общественность, а те, к кому Феликс Эдмундович имел непосредственное отношение, то есть сотрудники спецслужб. Так же, как решение о канонизации святого принимается церковью, а не голосованием на портале. Уж простите за столь резкое сравнение. И в-третьих, вы реально верите в честность электронного голосования. Удачи в вашем розовом мире. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.